Вам не нужен блокчейн. Мы понимаем, что ремоут работает очень сложно, то ты не один, и даже если ты работаешь с Канарских островов, все пользуемся Телеграмом, у тебя есть заказ, у меня есть заказ, делаем вместе и делим все пополам. Арсений, привет. Привет. Расскажи, почему у нас такая неформальная обстановка, где мы находимся, почему не в вашем офисе? Да дело в том, что у нас нет офиса. Несмотря на то, что у нас не так много человек, чуть больше 50, чуть меньше 60, мы, можно сказать, мировая компания, работаем по всему миру удаленно, в связи с чем стараемся придерживаться принципа того, что у нас нет никакого официального места сбора или офиса. А как вообще, у вас же, получается, очень много разработчиков по миру. Как распределены? Где кто находится? Ребята работают со всех частей света. У нас есть сотрудники из Америки, из Европы, из России и из Азии. Все мы стараемся координироваться с помощью современных инструментов, таких как Slack, U-Track, GitHub и прочие средства коммуникации. Но самое главное, значит, стараемся культивировать, развивать и поддерживать определенные процессы внутри компании, которые позволяют нам общаться. Например, если кто-то с кем-то общался вживую, мы все равно стараемся занести информацию в текстовом виде в Slack. Угу. А как вообще построено? То есть, окей, коммуникация, все равно пересекаетесь вы как-то, встречаетесь, работаете, может быть, как-то, не знаю, то есть помимо работы пересекаетесь? Да, конечно, у нас довольно большое количество ребят из Петербурга, есть некоторые ребята из Москвы, есть несколько человек из Амстердама, и, естественно, те, кто из одного города, они часто встречаются и скажем так, без каких-то определенных событий, причин. Но мы стараемся ездить куда-то, мы стараемся выступать на различных конференциях, участвовать в разных ивентах. И в таких случаях мы стараемся как можно разных ребят собрать из разных частей, опять же, мира, чтобы поехать на конференцию, и кто-то из сотрудников смог там встретиться, пообщаться, поболтать. То есть на самом деле у нас по пальцам одной руки можно посчитать тех сотрудников, кто никого никогда не видел и ни с кем не общался. Мы понимаем, что ремоут работает очень сложно. Это сложно психологически для того человека, который с этим никогда не сталкивался. В связи с чем мы стараемся как можно сильнее и лучше передать атмосферу того, что мы все-таки одна команда, можно сказать, друзья, коллеги и товарищи, что ты не один, и даже если ты работаешь с Канарских островов, а у нас есть сотрудник оттуда, ты все равно в тусе и в теме. Сразу, наверное, логичный вопрос. Как вы контролируете, наверное, то, что вот человек на Канарских островах действительно работает, действительно посвящает себя каким-то задачам, не вафлит все это дело на пляже? Хороший вопрос. У нас идет установка того, что есть задача, и говорится о том, что нужно ее сделать в пятницу. Сотрудник отвечает: да, я сделаю в пятницу, все в порядке. Или говорит, что в пятницу это нереально, я сделаю это к понедельнику. Но если человек назвал какой-то срок, то мы надеемся на это. То есть самое главное, что мы стараемся иметь в компании, это доверие к друг другу, уважение к словам, которые человек сказал. Если человек говорит в среду, что, ребят, слушайте, сказал в пятницу, очевидная причина, не получается. Программирование – это все-таки не совсем точная наука. То, конечно же, диалог, коммуникация – это ключ к успеху всегда. И заранее сказанная информация о том, что не получается выполнить задачу к сроку, поможет предотвратить дальнейшие проблемы. Вообще у меня создалось даже по сайту вашему такое впечатление, что очень какая-то неформальная... на сайт заходишь, первое, что видишь, команда, все в темных очках. Очень неформальное ощущение. Как это получилось? Поддержите ли вы это специально или как-то так зародилось? Что это вообще самое главное за люди? У меня, кстати, очень важный вопрос. Понажимал ли ты на наши фотографии? Там прикольная пасхалочка. Но все люди, вообще получилось так, что я являюсь сооснователем и генеральным директором на данный момент. Моего сооснователя зовут Йон Мостовой. Это мой друг. Мы с ним, правда, познакомились только в 2014 году. Он живет в Риге. Собственно, тоже удаленная компания, сооснователь в другом городе. И мы неофициально начали в августе 2015 года со словами: у тебя есть заказ, у меня есть заказ, делаем вместе и делим все пополам.
Основная идея компании в том, что мы пишем только с использованием функционального подхода, в основном используя язык Haskell и близлежащие к нему средства и инструменты. Какой стек, какие технологии используются? Мы используем Haskell, мы используем Nix и NixOS в качестве наших серверов и деплоймент системы. Мы немного занимаемся фронтендом и используем для этого в основном TypeScript и PureScript, но основная наша специализация — это все-таки бэкэнд. И также мы используем Erlang, Elixir и немножечко сверху приправы в виде Rust. Конечно, все зависит от бизнес-задачи. Нельзя сказать, что Haskell панацея для всего, или C++ или Java панацея для всего. Главное знать свой инструмент, главное знать другие инструменты и использовать свой мозг, чтобы достичь задачи. Получается, стек достаточно большой, и, наверное, это зависит от проектов. С какими проектами работать, какие вообще, наверное, может, актуальные проекты или самые интересные проекты? Так исторически сложилось, что мы вначале пошли в сферу блокчейна, еще когда он не был модным, в 2015 году. И мы в ней были очень долго, исключительно в ней были очень долго. То есть мы сейчас тоже продолжаем заниматься блокчейн-проектами, но и другие сферы тоже. И мы из таких известных популярных проектов занимались вместе с компанией HK проектом под названием Cardano, криптовалюта, которая в один момент была в топ-5 вообще в мире по капитализации. Делали различные кастомные решения для клиентов, то есть люди приходят на бизнес-задачи, говорят, нам нужен блокчейн. Первое, что мы делаем, это вам не нужен блокчейн, чаще всего было. Но, конечно же, были интересные применения, проект «Дисциплина». Но вот сейчас мы стараемся диверсифицироваться. У нас есть различные клиенты по просто распределенным системам, по каким-то обычным задачам, связанным просто с программированием. У нас есть клиенты, где мы занимаемся именно алгоритмической частью задач. И также не так давно, в мае, мы открыли свою собственную лабораторию вместе с университетом ЭТМО по машинному обучению. Это в Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. Но она распределенная, опять же. Я хотел вернуться к вопросу, кто все эти ребята, которые не успеют ответить. Это чаще всего в Сирокеле работают молодые специалисты от 20 до 30 лет. Именно программисты. У нас есть не только программисты, да, естественно, там отдел маркетинга, HR, но, скажем так, основной костяк компании — это все-таки вот ребята от 20 до 30 лет с общими чаще всего интересами, любовью к Haskell, к функциональному программированию. И, знаешь, это на самом деле очень объединяет, потому что работы на Haskell мало, реальных проектов еще меньше, и когда ребята находят то, что «Вау, я могу...» не просто за деньги, вообще в целом интересный проект делать на этом языке, это дорого стоит, как мне кажется. Как вы уже поняли, сотрудники Сирокел работают удаленно, и офиса как такового нету. Поэтому выражаю особую благодарность бару «Архитектор», который предоставил нам свой бар на время проведения съемки. А также лично выражаю благодарность Павлу, который с нами находился на протяжении всей этой съемки. Об особой концепции бара «Архитектор» вы сможете узнать по ссылке в описании. Раз уж ты заговорил о криптовалюте, а как пришли к написанию криптовалюты? Почему вообще решили этим заниматься? У моего сооснователя, у Йона, большой опыт в сфере финтеха. Это уже был на тот момент? Уже был на тот момент, да. Он работал в банке и, в общем, где-то еще. И совершенно случайно он встретился с Чарльзом Хоскинсоном, человеком, кто является главным в этом проекте. И слово за слово получилось так, что им нужны программисты, нам нужен был интересный research-проект, потому что мы все-таки позиционируем себя как research and development компания. И в итоге мы вписались в это. Мы должны были выпустить settlement layer для этой криптовалюты, то есть, скажем так, начальный базовый уровень, где будут транзакции. Мы это сделали, мы завершили контракт и двинулись дальше покорять новые вершины. То есть сейчас вы этим проектом не занимаетесь? Этим проектом нет. Ага. Собственно, как я вас узнал? Вы победили в телеграм-контесте по блокчейну. Да. Как вас туда занесло? Почему решили туда вписаться? Мы все пользуемся Телеграмом, во всяком случае большинство из нас, и я считаю, что это один из самых удобных мессенджеров. И они объявили о том, что они запускают тестнет своей будущей, скажем так, криптоплатформы Tom, и запускают конкурс. И мы подумали, что все-таки мы считаем себя очень хорошими в этой сфере,
И, как оказалось, не зря. И более того, мы вообще с Haskell там победили. Кто мог об этом подумать? А там можно было, ну, любые, получается, какие-то использовать технологии. Нужно было выполнить задачу. Главную задачу было выполнить. А какие, наверное, искали, ну, вы вряд ли же ради денег это делали? Нет. Что искали в этом? Первое, мы хотели сами себе доказать, что мы в этом профессионалы. А второе, мы любим решать сложные задачи, а как оказалось, этот конкурс был сложный ввиду самореализации тона. С какими сложностями вообще столкнулись? Сложность заключается основная в том, что эта система не похожа на то, что чаще всего есть на рынке. Она очень хорошо сделана, она сделана грамотно, из-за чего пришлось изучить много документации, которая, к сожалению, не была супер, полностью информативно открывающие все вопросы. И главная сложность была в том, что хорошая большая система, в которой нужно было потратить время для того, чтобы в ней разобраться. Но у нас получилось, правда, интересный случай в том, что мы отправили наш submission за минуту после окончания, и нас не приняли. И мы подумали, все, конец, и мы написали в саппорт, они такие, типа, вот, это было ваше решение? Мы говорим, да, все в порядке, вас приняли. И в итоге мы победили. Очень круто. Ну, это прям... Я просто сам участвовал в Telegram-контесте, но в качестве JavaScript-разработчика, и я буквально за минуту до конца успел отправить архив, у меня там был баг, из-за этого вообще ничего не получилось, я поэтому вот это понимаю ощущение, это очень круто. Я знаю, что ты преподаешь в ИДМО, помимо того, что у тебя есть компания, ты еще и преподаватель. Да, так получилось, что очень большим фактором появления Сирокеля был мой преподаватель по функциональному программированию Ян Малаховский. Замечательный человек, который вдохновил меня изучать все эти технологии. И так получилось, что 4, наверное, года назад он переехал во Францию делать PhD, и некому было преподавать функциональное программирование, потому что это совершенно непопулярная дисциплина была у нас на кафедре. Учился я и закончил компьютерные технологии в ИТМО. И я понял, что я чуть ли не единственный на кафедре, кто знает эту тему, кто любит эту тему. И я понял, что мне хочется доносить мои знания студентам, просто чтобы как можно больше популяризировать эти подходы, инструменты, технологии и науки. А сейчас какие основные вообще заказчики, какие основные проекты? Опять же, распределение, может, по миру, российские заказчики, иностранные заказчики? Мы стараемся, ввиду исторических причин, не работать с российскими заказчиками. Буду откровенен, чаще всего русский бизнес плохо развит. Официально мы находимся... В каком плане? В плане отношений между компаниями, бизнес-отношений между компаниями. Люди слишком часто переносят это в личное пространство. Мне это не очень нравится, поэтому мы стараемся работать с зарубежными заказчиками. Официально мы находимся в Эстонии. Большинство у нас клиентов сейчас из Америки. Есть клиенты из Европы и есть клиенты из Кореи. Это вот из публичного, о том, что я могу рассказать. Но также у нас есть очень много своих собственных инициатив. Во-первых, по ресерчу. И, во-вторых, мы очень медленно и аккуратно стараемся делать свои маленькие продукты, о которых, к сожалению, пока не могу рассказать. Хотел только, у меня сразу же... Да, они связаны с ежедневными проблемами, которые мы сталкиваемся в работе и управлении компанией. Инструментов... Какие-то средства автоматизации? Средства автоматизации, HR, project management, вот это вот все современное, популярное. Мы не можем это найти ни в одном инструменте, который есть на рынке. Мы просто стараемся эти задачи решить для себя, и кажется, что у многих компаний нашего масштаба, такого среднего бизнеса, есть в этом потребность, от чего мы думаем, что будем стараться выпускать этот продукт на рынок. Вы делаете что-то на open source? Да, у нас философия того, что мы стараемся как можно больше всего делать на open source. Более того, мы очень часто объясняем заказчикам, что
Если у вас серьезная система, которой людям надо доверять, выложите ее в open source. Вы денег с этого не потеряете, если у вас правильная бизнес-модель. Но... Мне кажется, это сразу вот не для российских заказчиков. Вот в том числе. Но нет, на самом деле те русские заказчики, с кем мы работали, соглашались на это, потому что современный мир в целом идет к релизу всех исходников, потому что люди начинают задумываться о том, как работает компьютер, чем мы пользуемся, а не следит ли он за мной, когда я прохожу мимо веб-камеры. Вот. И мы свои собственные библиотеки стараемся релизить, проект, который мы делаем, коммерческие и некоммерческие. У нас также есть даже несколько людей, которые занимаются развитием компилятора для Haskell. То есть мы им платим для того, чтобы они развивали сам компилятор, которым пользуется весь мир. Да, получается огромный вклад. Типичное совещание. Как проходит у вас совещание? Ну, вам же нужно как-то все равно вместе решать вопросы какие-то. Просыпаюсь я утром, ем свой завтрак, пью чай, сажусь за компьютер. Скорее всего, я одеваю шорты и футболку, открываю Google Meet и захожу на совещание. Окей. И, собственно, получается, тогда при всей возможности работать откуда угодно и как угодно, почему тогда Питер, почему ты решил выбрать? Я безумно люблю Петербург, и я много где побывал в мире, все равно считаю это самым красивым городом. Лично у меня нет возможности сейчас отсюда уехать по семейным причинам, но очень многие сотрудники у нас постоянно ездят. И, например, наш технический директор Кирилл Елагин, он постоянно в разъездах. При прошлом году он жил в Швейцарии, Грузии, еще где-то. Это в течение года? Да. То есть сейчас вот он был в Лиссабоне и переехал буквально вчера на какие-то португальские острова в океане и работает оттуда. А где бы ты, например, хотел жить, если бы не в Питере? Я бы хотел точно попробовать пожить в Японии. Мне там очень понравилось. Ввиду того, как приятно было общаться с людьми и то, что я видел вокруг себя. Я бы хотел попробовать жить в Швейцарии. Мне очень нравится климат, мне очень нравится спокойствие и огромное количество природы, которое я там могу ощутить вокруг себя. Швейцарский шоколад? Шоколад, да, он очень вкусный. И, наверное, я бы еще пожил в Нью-Йорке. Там просто безумно весело и движово. Получается, и он сам по себе красивый город. Да. Логичный, наверное, вопрос, что если у вас получается тот бонус, который у многих компаний бонус, это удаленная работа, у вас это как основа деятельности. Да. Есть ли какие-то еще помимо этого бонусы для компании, для сотрудников? Сложный вопрос. У нас очень неформальная обстановка, и любой сотрудник может написать кому угодно, и бывают разные ситуации у людей, кому-то что-то нужно где-то помочь просто помимо работы, например, не знаю, у человека что-то случилось в Петербурге, а он здесь живет, скажем, всего год. И банально он может написать в чат, и ему практически все ответят и предоставят какую-то помощь. Но чаще мы стараемся очень поддерживать контакт каждый с каждым. У нас нет такого, что там есть начальник, есть подчиненный, и ты не можешь с этим говорить, не можешь с этим говорить. Нет, у нас очень дружеская обстановка, и плюс-минус все понимают, у кого что происходит в жизни. И ребята открытые, ребята чаще всего имеют жизненный какой-то опыт и стараются друг друга поддерживать в этом плане. А как оцениваете, все же, получается, все равно разного уровня, немножко разные, скажем так, стили работы. Как оцениваете уровень разработчика, на что обращаете внимание? У нас нету жесткого понятия junior, middle, senior. Мы знаем и понимаем, кто что умеет, кто что может, у кого какой бэкграунд. И более того, мы стараемся брать на работу тех людей, кто умеет быстро учиться. Технологии меняются изо дня в день, и нам не очень важно, что ты знаешь вот этот фреймворк или вот эту технологию. Как-то дополнительно помогаете обучаться? Да, конечно. У нас есть своя программа обучения, и мы стараемся обучать... А программа обучения, то есть какого рода? У нас есть ребята, которые подготавливают лекции, слайды, все такое, на несколько занятий, может, одно, может, 5. И в конце каждого занятия есть, скажем так, экзамен.
где проверяется уровень того, как человек... Это, получается, твой преподавательский опыт на это повлиял? Может быть, да, но мы понимаем, что нужно постоянно улучшать свои скиллы, поэтому мы даем ребятам не только различные технические знания, но мы также стараемся развивать и софт-знания. То есть у нас есть там маленький курс лекций, мы его еще не ввели, о том, как стоит заботиться о своем здоровье, как стоит вообще заниматься собой. Или наш операционный директор читает маленький курс о том, как вообще стоит общаться. Как вот есть заказчик, есть компания-исполнитель, и что стоит говорить в чатах, что не стоит, как стоит писать письма. Мы думаем, что человек должен быть всесторонне развит, и понятно, что в обычной жизни обычному программисту не нужно будет общаться с заказчиком, скорее всего. Но что угодно может быть, и стоит быть подготовленным, нежели чем стоять и разводить руками. И опять же, если, наверное, в какой-то момент специалист захочет расти, развиваться в других областях, то ему пригодится. Да. Мой любимый, наверное, вопрос. Если бы у вас вдруг оказалось неограниченное количество разработчиков, вы не были бы ограничены финансовыми, временем, размерами офиса, для вас не актуально, но тем не менее, вообще ничем не ограничены, что бы вы делали? Что бы делали эти ребята, куда бы двигалась компания? Мы очень любим науку. Мы очень хотим развивать компьютер-сайенс в частности и просто сайенс в целом. Мы любим такую вещь, как формальная верификация, которая очень мало развита. Что это? Чуть подробнее. Когда доказываешь теорему о том, что программа работает. Например, зависимые типы. Это довольно глубокий технический вопрос. Но мы делаем это сейчас, мы стараемся популяризировать вещи, которые позволяют делать софт более качественно. Более сложно, да, но качественно. И в итоге клиент не страдает, люди не страдают. Я, насколько понимаю, это вообще получается немного другой взгляд на разработку с другой стороны. Да. Я когда писал, например, на Java, используя ООП, у меня была моя мысль, конвертер кода и код. Когда я пишу на функциональных языках программирования, есть моя мысль и мой код. То есть мне легче думать в таком стиле. Кого ищете вообще? Ищете ли? Я имею в виду из разработчиков, мы конечно. Периодически ищем разработчиков. И как, наверное, еще ищете? Как и все, всякие объявления, твиттеры, в общем, как можно искать разработчиков по всему миру. Хорошо, и все-таки кого? Мы ищем, как я уже упомянул ранее, тех людей, кто любит учиться, кто умеет учиться и кто хочет учиться, потому что стараемся быть всесторонне развитыми. Когда тебе приходит человек из сферы, где ему нужно было корабли строить, и он становится твоим операционным директором, или когда к тебе приходит математик, который занимается логикой и становится программистом, каждый приносит частичку своего опыта и своих знаний в нашу общую копилку, что позволяет расти не только в одном каком-то направлении, и не очень даже понятно в каком, а всесторонне быть развитыми и добрыми к этому миру из-за того, что больше знаешь. Наверное, на этом все. Спасибо, Арсений. Я еще ребятам на камеру скажу, что, опять же, если я какие-то вопросы забыл спросить, пишите в комментариях. Скорее всего, пересечемся, или, может быть, Арсений как-то ответит тоже в комментариях. Собственно, если захотите больше и интереснее узнать, на сайте, сайт будет в описании, на сайт можете зайти, там наверняка, или, может быть, я не прав, на почту писать, как с вами связаться? Через сайт, через почту. Все есть. Собственно, сайт, почта, можно написать, и ребята ответят, и welcome. Да. Главное покликать фото. Спасибо. Спасибо большое.